В этом мини-уроке мы рассмотрим два способа, как сделать градиент. Первый способ руками, а второй на пастомашине. Из этих двух кусочков я хочу сделать плавный градиент, переход от светлого к темному. Начнем со светлого. Сформируем из кружочка треугольник. Первый треугольничек готов. А теперь сформируем второй. Укладываем их рядышком и превращаем в квадрат. Делим квадрат на равные части. Небольшой совет на будущее. Чем больше частей, тем будет плавнее градиент. Я ограничусь 8. Каждую часть сминаем в кружочек. Наверное, вы уже догадались, что дальше мы будем делать. Тщательно перемешиваем каждую часть, чтобы добиться равномерного цвета. Это долгий процесс, наберитесь терпения. Вот такие цвета у нас получились. Чем меньше глаз видит между ними разницу, тем лучше будет градиент. Вот можем сравнить первый и последний цвет. Они очень сильно отличаются. Формируем из каждого цвета небольшой ролл и немного его приплющиваем. После чего мы накладываем его один на один, как вы видите на примере. И так добавляем каждый цвет. Вы уже видите будущий градиент. И вот мы дошли уже до 8 цвета. Теперь соединяем их все вместе и сдавливаем, чтобы потом все это скатать в ролл. Важно! Нужно, чтобы цвет с друг другом не пересекался, поэтому давите очень легко. Аккуратно откатываем его об стол, превращая его в ровный ролл. Параллельно нажимая и уплотняя его. Градиент готов. Ну что, посмотрим, что получилось на срезе. Для градиента, сделанного руками, это отличный переход. Сформируем лепесток, чтобы посмотреть, как он смотрится после молда. Уже на заготовке листочка видно, какой плавный градиент у нас получился. Вот так он смотрится после молда. Если присмотреться, конечно, видны переходы, но поверьте, в общем декоре их никто не заметит. Второй градиент мы сделаем на пастомашине, сравним его с ручным. Начало немного похоже. Формируем из светлого цвета треугольник, но в отличие от ручного градиента, этот треугольник должен быть очень вытянутым. Повторяем нашу манипуляцию с темным цветом. После того, как мы соединили их, мы видим, что у нас получился прямоугольник. Ставим машинку на самое большое ее значение, чтобы слой был максимально толстым. У меня это значение 1. Аккуратно прокатываем наш прямоугольник через нее. После чего мы складываем и прокатываем снова. Обращаю внимание, что прокатывать лучше сгибом, так мы избежим пузырьков воздуха внутри глины. Нам придется прокатать это раз 20-30. После первых 10 раз я перехожу на значение чуть тоньше, у меня это 2. Вот такой градиент у нас получился. Теперь мы его складываем повдоль и прокатываем, как бы удлиняя его.
Значение машинки я пока не меняла. Наша растяжка градиента удлиняется. Теперь мы каждый раз уменьшаем шаг толщины слоя на единичку и прокатываем все снова и снова. Больше мы ничего не складываем, мы лишь удлиняем и удлиняем наш градиент. Последний раз я прокатываю на значении 8. Слой глины получается очень тонкий. Осторожно, он может слипнуться. Пастомашину можно убрать, она нам больше не понадобится. У нас получился очень длинный пласт. Теперь нам необходимо его скрутить. Начинаем с темного цвета. Мы очень плотно скручиваем и придавливаем, как бы уплотняя его. В конце еще немного откатываем его руками, чтобы уплотнить. Интересно, что же в этот раз у нас получилось? Вот такой градиент у нас получился. На пастомашине он всегда более плавный, чем на руках. Но он немного другой. Он темный внутри и светлый по краям. Поэтому для того, чтобы сформировать листочек, нам необходимо разрезать его на 4 части. Вот такой плавный он смотрится на заготовке к лепестку. Здесь даже глазом не видно переходу. Вот так выглядит в финале градиент из пастомашины. Давайте теперь их сравним. Ну что ж, можно сделать выводы, что градиент из пастомашины всегда более плавный, нежели чем руками. Но опять же помните, что если мы разделим ручной градиент на больше частей, то мы тоже получим его очень плавно. Оба метода хороши. Но, конечно, градиент, сделанный на пастомашине, намного быстрее, чем ручной. Надеюсь, этот урок был вам полезен. Оставляйте свои комментарии под видео. Буду рада обратной связи.